Друзья, всем привет! В Германии суд принял решение экстрадировать обратно в Украину украинского беженца, который находится под временной защитой, по 24 параграфу живет в Германии, который отказался служить в ВСУ. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, я вам покажу это решение суда немецкого и мы разберем, в чем же суть этой экстрадиции, по каким причинам его отправили назад. Ну еще, наверное, не отправили, но скорее всего вот уже его на днях должны конкретно, фактически передать Украине. Смотрите до конца и будете разбираться в этом вопросе. Итак, буквально вчера в немецких средствах массовой информации опубликовали немецкие журналисты статью, в которой рассказывается о том, что немецкий суд вынес решение на выдворение, на экстрадицию украинского мужчины, беженца, обратно в Украину, который отказался от прохождения воинской службы в Украине по соображениям совести. Вот как называется эта статья. Отказник от военной службы может быть выдан Украине. Немецкие суды разных инстанций приняли решение экстрадировать обратно в Украину украинского беженца мужского пола, мобилизационного возраста, который находился в Германии по 24 параграфу, ну и, конечно же, он получал бюргергельд. И это дело дошло до Федерального Верховного Суда Германии. Ну и Верховный суд рассмотрел, скажем так, материал этого дела и 16 января 2025 года принял решение. В этом решении он четенько все рассказал, почему и так далее. Я прочитал это решение, давайте я вам вкратце расскажу об обстоятельствах этого дела. Значит, в Германии живет себе, поживает украинский мужчина мобилизационного возраста, который получил в Германии временную защиту, получил 24 параграф, ну и как положено он получает денежное пособие бюргергельд. И тут к нему приезжают работники полиции немецкой и его арестовывают. За что? Вроде бы ничего он на территории Германии не совершил, за что его забрали, там соседи не понимают, в чем дело и так далее. Оказывается, арестовывают его в рамках экстрадиционной процедуры по запросу правоохранительных органов из Украины. Теперь, что же он натворил в Украине? Вот что указано в описательной части решения немецкого суда. Я вам сейчас зачитаю. Правоохранительные органы Украины на основании ордера на арест, выданного районным судом Житомирской области в декабре 2023 года, запросили экстрадицию гражданина Украины М для уголовного преследования. Ему вменяется в вину, что 29 июля 2018 года, находясь в помещении районной больницы в городе таком-то, он, будучи под полицейским надзором и после снятия наручников для проведения забора крови, оскорбил, угрожал и применил насилие в отношении полицейского, нанеся 3 удара по голове и в паховую область. В результате полицейский получил подкожную гематому на левой кости скулы. По лицу ударил его. Данное деяние квалифицируется как угроза или насилие в отношении полицейского в соответствии со статьей 345 часть 2 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. То есть там он побил, грубо говоря, простыми словами, напал и причинил телесные повреждения работнику правоохранительного органа. Теперь, друзья, обращаю ваше внимание, что это преступление он совершил 29 июля 2018 года. Это был 18 год, то есть за 4 года до начала войны в Украине. За 4 года. Теперь, что же он такое совершил? Давайте сейчас я вам процитирую вот эту 345-ю статью Уголовного кодекса Украины. Она называется «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Часть 2. Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей наказывается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Понятно, да? То есть до 5 лет это средней тяжести преступления. Теперь на судебном заседании уже в Германии, которое состоялось 28 мая 2024 года,
Его адвокат, этого гражданина Украины, которого собираются экстрадировать обратно, он заявил, что этот преследуемый боится, что его, если немецкий суд примет решение вернуть обратно в Украину, экстрадировать по запросу, то как только он ступит ногой своей на свою родину, его сразу же заберут на военную службу и сразу же мгновенно отправят на фронт. И адвокат обвиняемого по этой причине возражал против его экстрадиции на основании того, что его клиент отказался служить в вооруженных силах Украины. То есть нет никакой гарантии, что после того, когда его вернут, да, его призовут в армию после завершения уголовного производства. Так мотивировал адвокат. Кроме этого, адвокат сообщил, что этот гражданин Украины, еще будучи в Украине в те года, еще до войны далеко, он прошел 1,5 года базовой подготовки в армии и затем уволился уже из рядов вооруженных сил Украины. То есть это, скорее всего, какой-то бывший атошник, скажем так. Вот. Кроме этого, преследуемый сам тоже в суде заявил, что он тоже служил в армии, прошел там обычную основную военную службу, да, и потом он уволился, и также он сообщил, что в настоящее время, что он не может, значит, по своему заявлению отказаться от воинской службы, да, и получить отсрочку, значит, от прохождения воинской службы во время военного положения, да, в настоящее время в Украине. То есть это практически невозможно. Даже если он будет сейчас это писать там в Украине, если его вернуть, то ему откажут. И он все равно пойдет, значит, служить и, скорее всего, отправится на фронт. Но он никак не может примириться со своей совестью, зная о том, что если его отправят в Украину обратно, это он такое в суде начал говорить, да, то у него появится реальная возможность убить человека. Да? Он никак по этому поводу, ну и по этой причине он не может примириться со своей совестью. Вы поняли смысл какой? Это он все заявил в суде. То есть поэтому его не надо отправлять. Чтобы у него, скажем так, совесть была чиста. И таким образом, в сложившихся обстоятельствах, да, вот все это рассказав, адвокат и он, то есть позиция защиты, считает, что экстрадиция в данном случае, то есть, будет противоречить статье 4.3 основного закона Конституции Германии. Вот так, эта позиция была защиты и этого обвиняемого. Теперь, друзья, смотрите, в Уголовном кодексе Украины есть отдельная статья за уклонение от прохождения военной службы в условиях военного положения. Это статья 336. Уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Теперь внимание! То есть из того, что я вам сказал и зацитировал из решения немецкого суда, мы видим, что Украина его запросила у Германии не по статье, не за то, что он уклонился от призыва. Понимаете? Тогда еще войны не было. Его запросила Украина за то, что он нанес телесные повреждения работнику полиции. То есть о чем тут идет речь? Еще в 2018 году. То есть это обычный уголовник, который совершил на территории Украины преступление, да? Находился в розыске. Я не знаю, там как это получилось, что он столько времени его не могли поймать. Ну, не знаю. Находился в розыске. Потом, когда случилась война, он каким-то образом выехал в Германию и получил в Германии временную защиту. И теперь, когда уже пришел запрос, потому что следственные органы Украины установили, видать, где он находится, и дали запрос на его экстрадицию. То есть экстрадиция — это преступника, понимаете? Для того, чтобы он там был осужден за то, что он совершил преступление в Украине в отношении работника полиции, а не за то, что он уклонился от призыва. И это очень важно. Понятно, что адвокат перекрутил, мы не можем его экстрадировать, потому что там он пойдет служить, убивать людей, это значит, он не может на это пойти там, и так далее. То есть побить работника полиции в больнице он мог,
Понимаете, да, ситуацию? А тут он чистенький и так далее. Ну, понятно, это позиция защиты, тут вопросов нет к защитнику. Ну, то есть, как бы, это его работа. Тут вопрос в другом. Теперь смотрите, что решил немецкий суд? Окончательное решение. Рассмотрев вот эти все материалы, суд принял решение. Цитирую. Если разыскиваемый в рамках процедуры экстрадиции по Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года отказывается от воинской службы с оружием по убеждениям совести, и при этом нет гарантии, что после его экстрадиции он не будет призван на воинскую службу в запрашиваемом государстве и в случае отказа не понесет наказание, то это тем не менее не является препятствием для экстрадиции. Если его запрашивающая сторона родина была подвергнута вооруженному нападению с нарушением международного права и права на отказ от воинской службы по соображениям совести, в такой ситуации не может быть гарантировано. Вы поняли? То есть отказ от воинской службы по соображениям совести в данном случае не является препятствием для экстрадиции в то государство, которое подверглось внешнему вооруженному вмешательству другого агрессивного государства. И поэтому он не может ссылаться на основание того, что он не может убивать людей. Это его как бы конституционная обязанность, и поэтому он должен выполнять свой типа воинский долг. Вы поняли? Вот смысл этого решения. То есть смысл о чем немецкий суд сказал? Что если человек совершил на территории Украины преступление, находится в розыске, уехал каким-то путем, попал на территорию Германии и сейчас идет война, то его можно экстрадировать, невзирая на то, что он там типа заявил, что он не может убивать, не может брать автомат в руки и так далее. Понимаете, да? Вот так. Друзья, теперь не путайте экстрадицию с депортацией. Это разные вещи. Сейчас я тоже рассказывать не буду, но смысл в одном. Вы, наверное, уже догадались, что экстрадиция это мероприятие в рамках уголовного производства. Да, потому что он совершил преступление на территории Украины, и его разыскивали, нашли, и его назад вернули для того, чтобы он там был осужден и понес наказание. Там суд уже украинский будет решать, виновен он или нет. Просто он находился в розыске. А депортация это административная процедура. Вот и все. То есть, если человек совершил преступление в Украине, скрывается в Германии, то его, невзирая на то, что в Украине идет война, если придет такой запрос от правоохранительных органов Украины, то его Германия экстрадирует в Украину. Вот так. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.